Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В одном из предыдущих видеоэссе о фильме «Аватар. Путь воды» я говорила о причинах, по которым такой информационно насыщенный аудиовизуальный текст не может сопровождаться слишком сложно и витиевато изложенным сюжетом. Напомню, что ресурс человеческого восприятия и осознания информации оказывается недостаточен для такого совмещения восприятия крайне насыщенного видеоряда и одновременно сложно организованного сюжета. И потому, ставя своей осознанной целью создание зрелищного максимума, режиссер вынужден использовать при создании сценария архетипы и универсалии. Поскольку сценарные ходы и ситуации, созданные на основе архетипов, легче воспринимаются и запоминаются, что позволяет иногда даже отложить более глубокое понимание сюжета во времени, как бы додумать, домыслить фильм уже после просмотра. А во-вторых, архетипы позволяют воспринимать смысловую информацию именно в меру возможности. Как я говорила в том видео, основанный на архетипах сюжет фильма «Аватар. Путь воды» – это, образно говоря, глубокий океан содержания и смыслов. Но глубокий океан с очень пологим берегом. Вот чтобы каждый зритель мог зайти в него на именно ему и именно теперь и нужную, доступную, возможную глубину. Такой творческий подход в чем-то перекликается и со стилистикой постмодернизма. Разница только в том, что для углубления в архетип нужно сделать интеллектуальные усилия и подумать, поразмыслить, порассуждать. А вот чтобы увидеть всю многослойность произведения постмодернизма, чаще просто нужны какие-то фактические знания. В том видео я говорила, что, создавая максимально зрелищный, насыщенный спецэффектами фильм, режиссер должен предусмотреть, чтобы совокупный информационный поток в любом случае не выходил за пределы возможностей человеческого восприятия. А после той своей работы я подумала, что, возможно, было бы хорошо сделать и отдельное видео о специфике кино именно как информационного текста. В чем его особенность как искусства и чем фильм отличается от книги. И даже коснуться того культурно-исторического пути, который привел к появлению феномена кинематографа. И вот это видео именно об этом, как и почему появилось кино, и в чем разница между книгой и фильмом. Я надеюсь, что эта тема тоже будет интересна моим зрителям. Буду рада, если, дослушав, вы дадите мне об этом знать. Ну вот или с помощью лайка, или отзоветесь в комментарии. Можно и то, и другое. Итак, в наиболее общем представлении кинофильм – это аудиовизуальный текст, то есть информация, передаваемая в виде изображения и звука. Когда мы смотрим фильм, телепередачу, видео, мы видим, что происходит на экране, и слышим, что происходит. С появлением кино фактически впервые со времен античности появился действительно новый вид художественно-эстетического творчества, занявший место в списке классических искусств. И иногда кинематограф даже называют «десятой музой». Однако такое порядковое определение несколько сомнительно. Во-первых, даже относительно числа самих античных муз нет согласия. Сколько же их на самом деле было? В разных источниках упоминается разное количество этих прославленных сестер. А во-вторых, умения, которыми они занимались, не все и не во всем совпадают с нашими современными представлениями о высоких искусствах. Например, искусствами в Древней Греции считались современные науки – история и астрономия. В сферу астрономии, о которой заботилась муза Урания, в то время входили геометрия и другие интеллектуальные занятия, которые сегодня мы относим к математическому научному профилю. В то же время в античной мифологии не было муз живописи, скульптуры, архитектуры. Эти занятия в то время считались не высокими искусствами, а ремеслами, то есть считались техне, а не поэзией. Что значит живопись и скульптура не считались поэзией? Казалось бы, это же очевидно. Но нет. Это сейчас у нас в поэзии принято называть вид вербального, то есть словесного искусства, которое иногда также называют стихосложением. Но с древнегреческого поэзия буквально переводится как творчество. И в Древней Греции это слово не имело современного ограниченного применения именно к стихосложению, к стихотворчеству.
Музыка, история, астрономия тоже были поэзией, то есть творчеством. Почему же в древнегреческой мифологии была, например, муза астрономии, но не было муз живописи или скульптуры? Дело в том, что в античные времена в рабовладельческом обществе было другое представление о высоком искусстве, о творчестве. К этой высшей сфере человеческой деятельности относилось только то, что не было связано с продуктивным физическим трудом. В культуре и ментальности рабовладельческого общества физический труд соотносился в основном с рабами и низами общества. Считалось, что физический труд унижает свободного человека. Поэтому высокими искусствами считались только такие занятия, такие виды творчества, которые были в основе своей либо эстетическим выражением, как вот разные виды музыки, танец, либо интеллектуальными упражнениями, как история или астрономия, которая тогда фактически не имела практического применения. Следует, впрочем, добавить, что исторические тексты тогда писались в виде поэм, а основной астрономической концепцией была так называемая теория музыки небесных сфер. Речь шла о том, что движение небесных объектов подчиняется законам музыкальной гармонии. Обращалось внимание, что скорости движения и расстояния между планетами в числовых измерениях в целом соответствуют благозвучию музыкального консонанса. И вообще, эта теория, она говорила о музыкально-математической структуре космоса. Архитектура же, скульптура, живопись, которые были связаны с физическим, часто тяжелым и грязным трудом, к высокому творчеству, к поэзии не причислялись, а считались, как я уже говорила, техне, то есть ремеслами, откуда и современное слово техника. Древние греки, конечно, знали и ценили своих выдающихся художников и скульпторов, но чтили их именно как талантливых ремесленников. Приблизительно так же мы различаем сейчас тоже высокое искусство выдающихся музыкантов, поэтов, художников, режиссеров, актеров с одной стороны и мастерство известных кутюрье, парикмахеров, кулинаров, дизайнеров разных гаджетов, мебели с другой. С наступлением христианской эпохи характерная для рабовладельческой античности система искусств сменилась другой, построенной на иных, во многом противоположных принципах. Причина изменения системы высоких искусств находилась прежде всего в изменении отношения к физическому труду как таковому. Вспомним библейную историю грехопадения Адама и Евы и наказание, которое им за это было назначено. Среди прочего говорилось и о тяжелом физическом труде, который ждал людей после изгнания из рая. «В поте твоего лица будешь есть хлеб твой». То есть труд в христианской культуре становится не только необходимостью повседневного обеспечения и выживания, но и сакральным процессом исполнения Божьей воли, искуплением вины, своего рода эпитемьей. Меняется и мораль, этика отношения к физическому труду. Иоанн Златоуст писал: «Не будем стыдиться ремесел, но будем считать бесчестием не работу, а праздность». Соответственно, меняется и система искусств. Танцы и музыка начинают считаться как минимум нежелательным, а как максимум греховным развлечением. Конечно, исключение делалось для литургической церковной музыки. А на уровень высоких искусств поднимаются архитектура, прежде всего храмовая, а также скульптура и живопись, прежде всего, опять же, для украшения храмов. Только с эпохи Ренессанса начинает все более активно развиваться светские версии изобразительных искусств, а светская музыка начинает возвращаться в круг признанного и уважаемого высокого творчества. Перед появлением кино, то есть в XIX веке, две исторические системы искусств, античная и христианская, были уже в основном объединены, с некоторыми исключениями, конечно же. В сферу классического высокого искусства в это время входят как эстетические по происхождению искусства, музыка, хореография, поэзия, театр, так и искусство ремесленного, то есть художественного происхождения, такие как архитектура, скульптура, живопись, графика.
Кино же стало синтетическим феноменом, в котором сочетались выразительные средства разных искусств – и словесных, и изобразительных, и музыки, и театра. Со временем в кинематографе появились и свои специфические образность и средства выразительности. Возникновение технологий записи аудиовизуального текста, на которых основано кино, называют второй информационной революцией. Чтобы понять общеисторическую логику возникновения этого феномена, нужно снова спуститься в более древние исторические времена, к первой информационной революции. Первая информационная революция произошла несколько тысячелетий тому назад и заключалась в изобретении письма. Какие же именно масштабные проблемы решало письмо, письменный текст, что вот его изобретение назвали революцией? Письмо впервые вынесло информацию вовне биологического тела человека, за пределы человеческой телесности с ее временной и пространственной ограниченностью. Письменный текст разъединил человеческое тело и информацию, что, наконец, позволило передавать информационные сообщения без особых ограничений во времени и земном пространстве и накапливать информацию. До изобретения письма абсолютно все знания, любая информация содержались в сознании, как говорят, в голове конкретного живого человека. Умирал человек, и вместе с ним уходила, исчезала вся информация, которой он владел. Да, конечно, существовала устная передача знаний, но таким путем в культуре не могли накапливаться сложные, специфические, то есть не повседневные и не бытовые знания. Итак, письмо вывело значимую и важную для культурно-исторического развития человечества информацию за пределы временности и быстротечности отдельной человеческой жизни. Оно позволило длительно хранить информацию во времени, накапливать и распространять ее в культурном пространстве в несравненных с живым звучащим языком, с живой речью масштабах. Но все оказалось не так просто. Письменный способ, письменный канал информационного сообщения и в качественном, и в количественном измерениях оказался существенно более узким по сравнению с непосредственной живой коммуникацией, по сравнению с живой звучащей речью. Письмо – это знаковая система. Знак же никогда не равен тому, что он означает, никогда не включает в себя всю информацию о том, что означает. В данном случае письмо, как знак, не передает все содержание речи, звучащего голоса. К тому же и сам язык, сама речь являются уже знаковой системой, а значит, письмо – это еще и знак знака. И если в области, например, математики это несущественно, то в сфере гуманитарной, в сфере человеческих отношений, переживаний, впечатлений, чувств, эмоций, потери информации при записи сказанного могут быть просто критическими. Ведь часто имеют значение не слова, а то, как они сказаны, с какой интонацией, мелодикой, скоростью, каким тембром, тоном, с какой мимикой. Это так называемая просодическая информация. Мне запомнилась сцена из какого-то фильма, когда на упреки и попреки молодая женщина долго молчит, а потом отвечает: «Я тоже вас очень люблю». Слова и содержание здесь явно противоположны. Основная информация не в словах, а прежде всего в интонации, которой эти слова были сказаны. Бесспорно, письмо на долгое время обеспечило грандиозное развитие человеческого образования, науки, техники, всех сфер культуры. Однако с самого начала письменной эпохи звучали и голоса так называемых логоцентриков, философов и мыслителей, указывающих на неполную достоверность письменного текста, его ограниченность и неполноту. Еще ничего не зная об аудиовизуальных технологиях будущего и о кино, человечество шаг за шагом приближалось к их появлению, обращая внимание на несовершенство письменного текста.
В масштабе общего культурно-исторического процесса появление технологий аудиовизуального текста, примером которого является кинематограф, связано прежде всего с необходимостью вернуть на новом, теперь уже технологическом уровне, утраченную в письменном тексте информационную полноту непосредственной живой коммуникации, вернуть ее визуальные и просодические аспекты. Современные аудиовизуальные технологии сохраняют преимущества письма. Они, так же как и письмо, способны передавать и накапливать информацию вне ограниченности живой человеческой памяти и отдельной жизни. Но при сохранении этих преимуществ письма аудиовизуальный текст в значительной степени преодолевает информационную ограниченность письменного сообщения, приближаясь к своим возможностям, к непосредственной живой коммуникации и гораздо полнее в сравнении с письмом воспроизводит окружающий мир. Если художественной реализацией письма в первую очередь стала художественная литература, то художественным форматом аудиовизуального текста является художественный кинематограф. До сих пор продолжаются споры о разного рода преимуществах литературы и кинематографа, книги или фильма. Попробую объяснить разницу между информационными возможностями письменного и аудиовизуального художественного текста следующим примером. Вот давайте представим такой эксперимент. Один человек в течение 2-3 секунд читает письменный текст. Например, начинает читать рассказ или повесть. А другой в течение того же времени смотрит видеоизображение. Например, первые те же 2-3 секунды художественного фильма. Допустим, читатель успел прочесть фразу. Постоянно оглядываясь и рассматривая все вокруг, Мика медленно идет улицей. Зритель же именно это, то есть как именно Мика идет улицей, успевает увидеть на экране. А дальше, чтобы узнать количество полученной читателем и зрителем информации, можно было бы задать им несколько вопросов. Например, кто такой или такая, или такое Мика? Как выглядит улица, которой идет наш персонаж? Городская или деревенская? Современная, средневековая, может быть, футуристическая? Улица широкая или узкая? И насколько именно? Асфальтированная или мощеная? И так далее. Как выглядят дома на этой улице? Количество этажей, цвет, материал, форма окон, плотность застройки и так далее и тому подобное. События происходят зимой или летом, днем или ночью. Светит солнце или облачно? Может, идет снег или дождь? А во что одет Мика? Какая у нее прическа, есть ли у нее что-то в руках и так далее, и так далее. Есть ли на улице фонари, а прохожие, деревья, транспортные средства, рекламные щиты. Вокруг тишина или гомон. Может, слышны голоса птиц или звуки проезжающих автомобилей? Вот такие вопросы можно продолжать и продолжать. Но их уже, думаю, более чем достаточно, чтобы убедиться, что ответить на них сможет только зритель. Ибо зритель за одинаковое время получает несравненно большее количество информации, чем читатель. И вот тут я опять буду говорить о том, о чем уже говорила в одном из видео о фильме «Аватар. Путь воды». Зоны мозга, которые отвечают за образно-интуитивное, чувственное, сенсорное восприятие, всякого рода звуковые и зрительные раздражители, и в основном эти зоны находятся в правом полушарии головного мозга, так вот эти зоны обрабатывают информацию с несравненно большей скоростью, чем условно-рационально-логическое левое полушарие, то есть те зоны мозга, которые отвечают, среди прочего, и за распознавание, понимание письменного текста. Сравним. Образно-интуитивным путем человек способен воспринимать 10 в 9 степени бит за секунду, а логическим, рациональным путем обрабатывает только 10 во 2 степени бит за секунду. Соответственно, это миллиард бит за секунду и 100 бит за секунду. То есть, читая, распознавая печатный текст, человек может обработать только до 100 бит информации в секунду.
Когда же он смотрит видеоизображение, смотрит вот фильм, например, то количество потенциальной информации вырастает просто фантастически. Конечно, нужно учесть, вот это тоже важно, осмыслить, рационально анализировать вот эту увиденную информацию. Мы сможем все равно со скоростью до 100 бит за секунду. Но через аудиовизуальный канал поступает несравненно большее количество потенциально доступного для восприятия, для анализа, понимания и осмысления информационного материала. Как это выглядит на практике? Например, тот человек, увидевший начало фильма, мог и не подумать во время просмотра «вот какой же солнечный день», или не обратить особое внимание на то, из какого материала был выстроен дом, который находился справа. Но если позже, уже после просмотра, зрителя об этом спросят, он может вспомнить, вот визуализировать увиденное во время просмотра по памяти и ответить таки на вопрос и о времени суток, и о том, из какого именно материала был тот дом, и на многие другие вопросы он, в принципе, сможет ответить. Ну, на некоторые, конечно же, нет. Что-то забудется, на что-то вот он совсем не обратил внимания. Точно так же может произойти и отложенное, отстроченное во времени понимание сюжета, изложенного в виде архетипов, о чем я и говорила в самом начале этого видео на примере второго аватара Кэмерона. Кроме того, при восприятии аудиовизуального текста происходит отбор личностно и ситуативно более доступной, понятной, а также актуальной и значимой для конкретного зрителя информации из всего вот того информационного океана. Аудиовизуальный текст позволяет каждому выбрать из огромного информационного потока именно свою информацию, доступную, понятную, нужную, интересную, важную именно этому человеку и именно в это время. Собственно, и при чтении книги каждый понимает ее чуть по-своему, но при чтении амплитуда личного выбора, на что именно обратить свое внимание, значительно меньше. Кроме того, просмотр фильма не требует подготовки и особых усилий. Даже для самого неподготовленного зрителя в фильме всегда найдется информация вот с самого простейшего уровня. Ну вот на уровне просто примитивного слежения за движущейся картинкой, за движущимся пятном каким-то. Вспомните, есть немало видео, в которых снято, как кошка или собака следят за происходящим на экране телевизора или монитора. Эти же кошка или собака никогда не будут с таким же вниманием рассматривать страницу книги, потому что в книге в виде письменного текста излагается информация, изначально рассчитанная исключительно на понимание. Вряд ли человек будет долго рассматривать страницу книги, напечатанную совершенно непонятным для него языком. Однако вы гораздо дольше сможете смотреть на экран, на котором демонстрируется фильм, на том же совершенно непонятном вам языке. Ведь с экрана все равно будет идти достаточно много понятной информации. Вы можете рассматривать внешность и одежду действующих персонажей, видеть их движения, слышать их интонацию, рассматривать интерьер или ландшафт, в котором происходит событие. Не надо списывать со счетов и тот момент, что кино – это, можно сказать, своего рода книга для нечитающих. Фильм ведь действительно может смотреть и безграмотный в силу каких-то причин человек. Ну вот как минимум дети обычно начинают смотреть мультфильмы раньше, чем обучаются чтению. Можно вспомнить некую историческую аналогию, кстати. Когда-то церковную живопись, росписи, фрески на стенах называли Библией для неграмотных. В этом действительно есть вот какая-то такая аналогия и параллель. Большую часть информации, в том числе художественной, сегодня человек получает уже при посредничестве аудиовизуальных технологий, а не через печатный текст. Но это не означает, что литература и книга ушли в прошлое. Скорее, из наиболее демократичного и популярного вида искусства литература превращается в несколько элитарную нишу, поскольку читать действительно сложнее, чем смотреть фильм. И еще.
Когда я говорила, что во втором «Аватаре» слишком много зрелищной информации, чтобы давать еще и сложно организованный сюжет, то что имелось в виду? Какая информация? Имелось в виду вот именно эта недифференцированная звукозрительная информация, которая огромнейшим потоком льется на зрителя, буквально захлестывая его. И мозг занят тем, чтобы успеть хоть как-то отреагировать на такой мощный информационный поток. В таком информационном потоке зритель условно тонет, и в результате происходит именно погружение в художественный мир. Это очень яркий эстетический опыт. Прежде всего, для испытания такого эстетического и в чем-то даже медитативного, психоделического опыта и стоит смотреть такие фильмы и, конечно же, их создавать. Но не забываем, что работа некоторых зон левого полушария подчас может просто блокироваться во время просмотра вот некоторых особо ярких эпизодов таких фильмов. Потому более глубокое понимание сюжета часто остается на потом. И пусть позже, но все же крайне желательно еще и выудить из вот этого океана, из этого потока информационного, из яркого зрелища смысловое содержание, если оно там, конечно, есть. Вот в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» такое смысловое содержание, причем глубокое и актуальное, есть. И я продолжу говорить об этом фильме и его содержании в своих следующих видеоэссе. Мы должны предоставлять опыт не только своей чувственности, но и своему разуму. Мы же гомо сапиенс по определению, поэтому и фильмы желательно смотреть вдумчиво, и даже книги читать. Важно, что во время чтения требуется некая дополнительная работа мозга даже на само распознавание печатного текста, а потом еще и на понимание прочитанного. И уже только потому это стоит делать. Вот чисто технически чтение развивает способности мозга, тренирует его функции. Даже если вы просто этикетки читаете. Но лучше, конечно же, читать хорошую литературу и поэзию. Не читающий человек не выдержит интеллектуальную конкуренцию с человеком читающим. Так что, повторю еще раз, нужно не только смотреть фильмы, но и читать хорошие книги. В сфере литературы и поэзии очень много интересных отдельных вопросов, которые, увы, не являются темой нынешнего разговора. И даже, пожалуй, этого моего канала о кинематографе. Всего доброго и до новых встреч, до новых разговоров о кино.